Друзья, всем привет! Сегодня коротенькое видео с простой и в некоторых случаях полезной приспособой. Погнали! Нам понадобится старый малярный валик. А если быть точнее, то сам валик не нужен, а нужна лишь ручка с держателем. Необходимо отрезать лишнее, как на видео. Не забываем про средства защиты. Готово! Край необходимо зачистить, так как надо будет немного поработать сваркой. Подготавливаемся к сварочным работам. А теперь привариваем гайку, как на видео. Далее отрезаем кусок шпильки, примерно такой же длины, что отрезали от держателя ролика до этого, но можно и покороче. Теперь шпильку вкручиваем в приваренную гайку. Накручиваем с другой стороны сначала гайку, потом ставим шайбу и фиксируем ее второй гайкой. Далее шайбу прихватываем к одной из гаек. Повторяем процедуру со второй парой гайки с шайбой. Все, самоделка готова к проверке, освобождаем рабочее место и пробуем. Накручиваем гайки на шпильку шайбами друг к другу. Далее берем пару дощечек и выставляем гайки с шайбами согласно ширине дощечек. Далее наносим клей и распределяем его равномерно с помощью этой приспособы. Получилось вполне удобно, особенно если надо распределить клей на большой куче материала. Если задачи постоянно и много клеить нет, то, конечно, можно воспользоваться старым и проверенным способом – нанести клей с помощью глухаря. Тут вообще делать ничего не надо. Либо вот в одном из предыдущих своих видео я показывал способ нанесения клея с помощью скрученных гаек на шпильки. В отличие от глухаря, при таком способе излишки клея не стекают по бокам, потому что гайки работают как ограничители. Оба способа хороши, но на больших объемах работать уже не очень удобно. Клей после работы легко убирается обычной тряпкой. Друзья, вот такое коротенькое видео получилось, надеюсь, кому-то пригодится. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайки и пишите комменты. До скорых встреч!